На протяжении десятилетий после миссии Аполло и Луна, Луна хранила свои секреты, пока человечество переводило взгляд на другие миры. Последний возврат образцов Советским Союзом в 1976 году ознаменовал конец эпохи. И затем, словно в одночасье, лунная гонка возобновилась. Новые ракеты SpaceX взмывали в небо. НАСА разрабатывала программу Артемис, а Китай тихо осваивал те области, куда никто еще не ступал. Начались слухи о странных открытиях на обратной стороне Луны. Что же действительно было обнаружено под лунной пылью? И почему все снова возвращаются к Луне? Для начала давайте немного дадим контекста. Исследование Луны Китаем началось относительно недавно, в 2000 годах. Следуя амбициозному пошаговому плану, Национальное космическое управление Китая запустило серию орбитальных аппаратов и посадочных модулей, названных в честь богини Луны Чанга, чтобы систематически изучать нашего ближайшего космического соседа. Их цели сочетали в себе научные задачи и стратегические интересы, делая Китай все более заметным игроком в космической гонке и поднимая его статус как космической державы. Первый аппарат Чанга-1, запущенный в 2007 году, стал первым китайским луноходом-орбитальным аппаратом. Он создал трехмерную карту поверхности Луны и проанализировал состав грунта. Особенно важно то, что инструменты Чанга-1 обнаружили признаки наличия гелия-3 в реголитах. Это был ранний намек на ресурсные амбиции Китая. Следующий орбитальный аппарат Чанга-2 был запущен в 2010 году и был оснащен камерами с более высоким разрешением. Его задачей было обследовать потенциальные места для посадки следующей миссии. Он пролетел всего 9 миль над поверхностью, чтобы сфотографировать возможные зоны посадки и проверить безопасность рельефа. Всего через 3 года Китай достиг своего первого мягкого приземления на Луне. Космический аппарат совершил посадку на ближайшей стороне в кратере Мариум и развернул луноход Ю-2. Это было первое в истории мягкое приземление на Луне после 1976 года, завершившее десятилетие молчания. На борту этого аппарата был установлен ультрафиолетовый телескоп, первый в мире лунный обсерватор такого рода. В 2019 году был запущен Чанга-4, миссия, которая вошла в историю. Изначально он служил резервной для Чанга-3, но позднее его перепрофилировали для экспедиции на обратную сторону Луны. Его задача – стать первым космическим аппаратом, который когда-либо совершит посадку именно на обратной стороне. Достижение, которое ранее не удавалось ни одной стране. Методичная программа Китая продемонстрировала не только технологические возможности, но и геополитические амбиции. Центральное научно-исследовательское управление и напрямую подчиненная армии структура преследовали двойные цели – научные открытия и стратегический престиж. Некоторые аналитики считают, что фокус Китая обусловлен стремлением к стратегическим ресурсам, что может означать начало новой гонки за лунные ресурсы и энергию. В сущности, помимо национальной гордости, основная мотивация заключается в неиспользованных богатствах спутника, металлах, воде и ядерном топливе. Так, 3 января 2019 года Чанга-4 совершила мягкую посадку в кратере Вон Карман, в области, которая находится в колоссальном бассейне Южного полюса Окен, одного из крупнейших известных объектов удара в Солнечной системе. Значение обратной стороны Луны очень велико. Она всегда обращена от Земли, скрыта от наших радиосигналов и до недавних пор оставалась неисследованной. Ученые давно мечтали изучить ее древний рельеф и необитаемую радиопередающую среду, но технические препятствия
были огромными. Так как основная часть Луны блокирует прямую связь, никакой зонд не мог связаться с Землей с обратной стороны без промежуточного ретранслятора. Китай предложил элегантное решение – специальный спутник, названный Цукё или Мапайский мост. В мае 2018 года Цукё был размещен в точке L2 за пределами Луны, на линии между Землей и спутником, чтобы постоянно иметь прямую видимость и с Земли, и с обратной стороны Луны. Этот ретранслятор был критически важен. С момента начала спуска Чанга-4 к поверхности его команды передавали команды через Цукё. Едва космонавт приземлился, его сигнал был переадресован через этот ретранслятор, и аппарат связался с Землей. Тем не менее, сама зона посадки оставалась в полном радиосигнале. Идеальное место для новых экспериментов. Здесь, в кратере Вон Карман, Чанга-4 развернул свой луноход У-2, который спустя 12 часов после посадки покатился по серому порошку. Это было первое в истории человечества достижение, и его высоко оценили специалисты. Ведущий американский ученый и глава НАСА Джим Брайденстайн тепло поздравил команду с этим впечатляющим успехом. Теперь с обратной стороны Луны камеры Ю-2 зафиксировали ландшафт, который ни один человеческий глаз еще не видел вблизи. Это пестрый, изрезанный кратерами пейзаж под черным небом. Геология обратной стороны привлекает исследователей. В отличие от светлых лавовых морей, которые доминируют на видимой стороне, там преобладает более толстая кора, изрезанная множеством кратеров. Изучая его, зонд наконец сможет ответить на древний вопрос: почему две стороны Луны так сильно отличаются друг от друга? Почему у них настолько разные ландшафты и свойства? Итак, китайские миссии начали раскопки, или точнее вскрытие, множества находок, начиная от экзотических материалов и заканчивая намеками на ресурсы, которые могут послужить топливом для будущих колоний. Однако эти находки вызывают не только любопытство, но и дают ответы на многие давно волновавшие ученых вопросы. И, конечно же, в верхней части списка изотоп гелия-3. Это настоящий кладезь в пыли, одна из самых обсуждаемых лунных ресурсов. Его редко встречают на Земле, но он широко распространен в лунном грунте, куда был внесен веками солнечным ветром. Теоретически, гелий-3 способен питать ядерные реакторы, обеспечивая экологически чистую энергию в масштабах всей планеты. Китайские ученые подчеркивают этот потенциал. В 2020 году среди образцов, собранных Чанга-5, обнаружили новый минерал, которому дали название чангит-ибриерн. Интересно, он содержит следы гелия-3. Его привлекательность поражает. Всего 1,4 унции, около 40 граммов. Гелия-3 способны выработать столько энергии, сколько 5000 тонн угля. Оценки показывают, что в реголите Луны содержится более 1 миллиона тонн гелия-3. И этого достаточно, чтобы обеспечить энергией всю Землю на тысячи лет. Неудивительно, что китайские орбитальные аппараты и луноходы с самого начала мэппинга распределения гелия-3 и анализа реголита занимаются исследованием этих богатств. Этот ценный газ может стать золотой лихорадкой будущего лунного майнинга. А миссии Чанга – это эффективные разведчики, оценивающие наиболее перспективные площадки для добычи ресурсов. Однако не все открытия оказались предсказуемыми. В середине 2019 года операторы Ю-2 заметили нечто необычное в маленьком кратере – яркое блестящее пятно с текстурой, отличное от окружающего грунта. Обнаружение загадочного геля вызвало волну интернет-спекуляций. Что может быть липким
или жидким на безвоздушной Луне, вулканическое стекло, расплав метеорита или что-то еще более странное. Первоначально китайские власти скрывали фотографии, что вызвало горячие споры и догадки. Когда изображения наконец были опубликованы, они показали сверкающую темную субстанцию, которая скапливалась между пылью и камнями. Анализ спектра этого вещества установил, что это брия, то есть порода, расплавленная в результате удара метеорита. Иными словами, Тонкун – это кусок стекловидного лунного камня, который, вероятно, богат минералами, такими как оливин и пироксин, и который расплавился в гладкую массу. Не совсем инопланетная слизь, но все равно очень захватывающее открытие. Он напоминал расплавленные образцы реголита с миссии Аполлона, однако был обнаружен в совершенно новом месте. Этот сверкающий участок рассказывал о мощных столкновениях с космическими телами, которые сформировали скрытую сторону Луны. Параллельно со всем этим, среди серой пустоты, Чанга-4 также вела эксперимент по созданию мини-биосферы. Запечатанный контейнер размером с ведро, наполненный грунтом, семенами и яйцами насекомых. В январе 2019 года ученые объявили о важном событии. Внутри этого контейнера на Луне пророс хлопковые семена. Фото показывало нежный зеленый росточек, который поднимался под Луной земной гравитацией. Это был первый в истории человечества росток на другом небесном теле. Символический взгляд в будущее, мини-оранжереи для выращивания растений на Луне. Однако растению было суждено не прожить долго. Спустя 2 недели после посадки наступила лунная и температура внутри контейнера упала до 62 градусов по Фаренгейту, около 16,5 градуса Цельсия. Без солнечного света росток умер, как и ожидалось, когда отключили обогреватели. Но за эти короткие дни он доказал, что земная жизнь может начинать развиваться и в таких далеких, чуждых условиях. Другие семена, картофель, яйца фруктовых мушек, дрожжи также были помещены в биосферу, чтобы создать мини-экосистему. И хотя они не прорастали и не росли до прихода холода, этот эксперимент стал важным этапом в области астробиологии. Он показал, что однажды астронавты смогут выращивать пищу на Луне, важный шаг на пути к созданию долгосрочных лунных баз. Как заметил один ученый, это впервые, когда люди проводили биологические эксперименты на поверхности Луны. Маленький зеленый листочек на безжизненной серой планете стал мощным символом возможностей будущего. Новость о достижениях Китая на Луне быстро распространилась по всему научному сообществу мира, вызвав волну гипотез, обсуждений и даже бурных конспирологических теорий. В западных странах многие ученые приветствовали технологические успехи Китая и его настойчивое стремление к получению данных. НАСА, хотя и запрещено законом США сотрудничать с Китаем на официальном уровне, все же обменивалась некоторыми лунными данными и поздравляла с успехом. Также ученые активно ждут результатов работы Чанга-4 в области лунной геологии. Некоторые даже начали рассматривать возможность стороннего сотрудничества. Посадка на обратной стороне признана расширением знаний человечества о Луне. Могут ли Китай и далее получать преимущество в обнаружении ресурсов или в установке телескопов, защищенных от помех Земли? Эти вопросы активно обсуждаются на научных конференциях и в политических кругах. В то же время секретность миссии и загадочность обратной стороны Луны порождают менее обоснованные теории. Конспирологи бродят по интернет-форумам, пиапулам и таблоидам, задаваясь вопросом,
не наткнулись ли китайцы на что-то поистине удивительное, например, на доказательства существования инопланетных артефактов или древних структур, скрытых от земных глаз. Первое сообщение о какой-то тюремоподобной субстанции появилось еще до публикации фотографий, что породило бурные спекуляции. Некоторые предположили, что там могло находиться что-то живое или даже существовать что-то иное, чем просто метеоритный расплав или порода. В 2021 году Ю-2 заметила на горизонте кубообразную тень, которую быстро окрестили таинственной хижиной. В течение нескольких недель интернет был полон шуток и теорий о том, что луноход обнаружил монолит или инопланетную хижину. Команда аппарата тоже играла с этим. Использовала название Mystery House – таинственный дом, но не делала никаких официальных заявлений. Когда Ю-2 приблизился к объекту, стало ясно, что это просто странной формы валун, расположенный у края кратера. На самом деле он напоминал присевшего зайца, что очень кстати, ведь Ю-2 по-китайски означает нефритового кролика. Кроме пришельцев, есть и более прагматичные и стратегические гипотезы. Некоторые наблюдатели отмечают, что космическая программа Китая связана с военными структурами, что вызывает опасения относительно возможных скрытых целей на обратной стороне Луны. Некоторые предполагают, что там может быть база, которая позволяет скрывать активность или даже служить точкой слежения или обнаружения ракетных запусков, защищенной от земных помех. Однако нет никаких доказательств того, что Чанга-4 несла что-то кроме научных инструментов. Ее нагрузка была открыто опубликована и даже включала оборудование от Европы, например, датчик нейтронов из Швеции и эксперимент по радиации из Германии. Тем не менее, сроки и сфера деятельности Китая, в то время, когда США и другие страны тоже вновь возвращаются к Луне, вызывают обсуждение о новой космической гонке. Теперь мы понимаем, что обнаружения на обратной стороне Луны меняют будущие планы не только Китая, но и всех космических держав. Открытия и уроки миссии Чанга имеют важные последствия. В первую очередь, возможность создания лунной базы. Успех этой программы открывает путь к строительству исследовательской базы на Луне, возможно, даже на обратной стороне. Если люди разместят там постоянное присутствие, это даст уникальную возможность для астрономических исследований, слушать Вселенную без помех со стороны Земли. Но обратная сторона также означает постоянную изоляцию связи. В будущем такие базы, скорее всего, будут зависеть от ретрансляторов, подобных Цукьо. Китай планирует построить роботизированную исследовательскую станцию в этом десятилетии, возможно, используя 3D-печать для возведения сооружений из лунного грунта. Обратная сторона уже не будет недоступной. Однажды там появятся жилища или обсерватории, скрытые навсегда от Земли. Кроме того, подтвержденные запасы гелия-3 и другие минералы увеличивают перспективы лунной добычи. Если гелий-3 удастся извлечь в значительных масштабах, он может революционизировать энергетическую индустрию на Земле. Китайские ученые оценивают, что 1 миллион тонн гелия-3 из лунного реголита способны обеспечить энергетические потребности всей планеты на 10 тысяч лет, что практически решит глобальные энергетические и климатические проблемы. Хотя эти прогнозы в значительной степени теоретические и требуют десятилетий для реализации, гонка за гелий-3 уже ведется как часть геополитической стратегии.
Страна, которая первой наладит эффективную добычу, получит огромное стратегическое преимущество в энергетике. Китайские лунные миссии закладывают основу для оценки практичности добычи. Например, эксперименты показывают, что оптимальные методы нагрева лунного грунта позволяют высвободить гелий-3. Поддержка таких исследований осуществляется группами вроде Атомной энергетической ассоциации, что говорит о серьезных намерениях. Луна может стать Персидским заливом 21 века. Хотя запущенные миссии приземлялись далеко от полюсов, их результаты связаны с более широкой задачей – поиском воды. За последние годы миссии НАСА, такие как Лакросс, и Индии, как Чандраян-1, подтвердили наличие воды в кратерах, затененных от Солнца, особенно у полюсов. Вода – это ценнейший ресурс. Она может поддерживать жизнь астронавтов и превращаться в водород и кислород для ракетного топлива. Руководство Китая внимательно следит за этим. В ближайшие годы планируются новые посадки на полюсах для оценки запасов льда. Данные анализа грунта с Чанга-5 показывают, что гидрат воды связан с лунообразными материалами в средней широте, что предполагает, что солнечный ветер имплантирует H2 в поверхность, а солнечная энергия помогает его расщеплять и генерировать электроэнергию. Это делает возможным создание постоянных баз на Луне, основанных на использовании внутренних ресурсов, где астронавты или роботы смогут копать лед, нагревать его для получения воды и превращать в кислород и водородное топливо, необходимое для питания будущих миссий и постоянных поселений. На обратной стороне, особенно в районе Южного полюса Окен, в постоянно затененных кратерах, возможно обнаружение залежей льда. Если это подтвердится, то выбор именно этой области для исследований и строительства будущих баз оправдает себя, предоставляя ключ к обеспечению устойчивого существования. В конечном итоге, китайская исследовательская служба CNSA разработала дорожную карту, в которой миссии Чанга подготовили почву для создания Международной лунной исследовательской станции с экипажем, предполагаемой к открытию к 2030 годам. Идея – построить базу, скорее всего, недалеко от южного полюса Луны, в партнерстве с другими странами, чтобы совместно проводить исследования и использовать ресурсы. Однако остается один важный вопрос без ответа. Кто будет владеть лунными ресурсами? В настоящее время, согласно договорам, принятым в 1967 году, использование Луны и ее ресурсов не признает суверенных притязаний. Но по мере того, как страны начинают разрабатывать технологии и готовятся к добыче ресурсов, на горизонте могут появиться новые международные соглашения или конфликты. Очевидно, что страна, которая первой наладит эффективную добычу и использование ресурсов Луны, получит значительные стратегические преимущества в геополитической борьбе за будущее космоса. Луна стала центральной ареной космической гонки 21 века, которая развивается в реальном времени. После запуска Чанга-4 все ведущие державы активизировали свои программы. Китай продолжает развивать свою серию миссий, направленных на расширение своих возможностей и добычу ресурсов. В 2020 году он вернул образцы с видимой стороны Луны, в том числе самые молодые, около 2 миллиардов лет. Это уникальные находки, которые могут подтвердить или опровергнуть существующие теории. В 2024 году стартовала миссия Чанга-6, доставившая на Землю около 2,2 фунтов камней с обратной стороны. Первый раз в истории. Эти образцы сейчас проходят тщательный анализ, и их изучение может полностью изменить представление о происхождении и истории Луны. Планируется запуск новых миссий в конце 2020-х и начале 2030-х годов.
Чанга-7 и Чанга-8. Их задачи – исследование южных полярных районов, поиск воды, разработка технологий использования ресурсов и создание условий для долгосрочного присутствия человека. В частности, Чанга-7 будет искать воду в полярных коках, а Чанга-8 – тестировать технологии добычи и переработки льда, что откроет путь к созданию постоянных баз на Луне. В то же время США через программу Артемис продолжает свои планы по возвращению на Луну. В 2020 году стартовала подготовка к высадке астронавтов, а в 2024 году планировалась первая высадка, которая была отложена до 2027 года. США также разрабатывают новые ракеты и корабли, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие на спутнике Земли и подготовиться к будущему освоению других планет. В целом, обе страны, Татан, Китай и США, движутся к тому, чтобы закрепиться на Луне, создавая инфраструктуру, добывая ресурсы и готовясь к дальнейшему освоению космоса. И хотя формально международные договоры не позволяют претендовать на суверенитет, в реальности борьба за стратегические позиции уже идет полным ходом. В будущем, вероятно, появятся новые соглашения или конфликты, связанные с правами на ресурсы и территорию. Луна уже превратилась в главную арену глобальной космической конкуренции, которая определит расстановку сил на десятилетия вперед. После успешных миссий Чанга все ведущие игроки наращивают свои возможности, создают новые технологии и готовятся к массовой добыче ресурсов. Китай, например, уже собирается построить постоянную базу, использующую технологии 3D-печати из лунного грунта, а также продолжает исследования по добыче гелия-3 и воды. Таким образом, в будущем можно ожидать, что лунные богатства станут важнейшим ресурсом для всей цивилизации, а борьба за них – новой формой глобальной конкуренции, которая определит будущее человечества в космосе.